Друзья, всем привет! Канал эстетической красоты. Сегодня я покажу массаж спины без масла. Он как раз подойдет для начинающих мастеров массажа, потому что здесь будут незамысловатые движения, которым может научиться каждый. Поэтому приступаем. Масла нету. Можно и такой же массаж делать через полотенце. Самое главное найти мышцы, то есть место наибольшего их напряжения, и медленно надавливать на мышцы одной рукой, другой фиксировать и стабилизировать мышцу, а одной надавливать. Тем самым мы даем клиенту и дышать, делать вдох, и с другой стороны мы расслабляем мышцы. Голову, конечно, лучше можно опустить, но в принципе можно вот как Настя остаться так. Смотри, так ручки расслабляем, так они будут более расслаблены. Угу. Не больно? Помним, что не двумя руками надавливаем, а одной рукой. Не нужно каждый раз перескакивать из одной точки в другую. В одной точке можно сосредоточиться до 7 раз. Или вернуться к ней. Но 3 раза минимально нужно надавливать на одну точку. Если вы чувствуете, что мышца более напряженная, более плотная, то нужно, конечно, остаться в этом месте, проработать подольше эту напряженную мышцу. Конечно, если бы я делала клиентке, я бы ее заставила опустить голову, но так как сейчас у нас съемки, поэтому максимально комфортно для клиента. Работая одной рукой, я даю другой руке отдыхать, и потом я могу переключиться. Движение, конечно, другой рукой оказывать. Здесь важен определенный угол приложения сил, он 90 градусов, поэтому я выставляю локоть в сторону. Если кушетка опускается, можно, конечно же, ее опустить ниже. Такое движение можно делать достаточное количество времени, сколько понадобится для расслабления мышц. Непонятно, сколько времени понадобится, потому что у всех мышцы разные. Невозможно сказать, что это движение мы будем делать 5 минут или 10. Вы почувствовали, что мышцы стали более мягкими, более пластичными. Можно заканчивать это движение и делать, приступать к другому движению. Можно чередовать это движение, сделать 5 минут, потом приступить к другому и вернуться опять к компрессии. Чувствуешь, тянется, нет? Чуть-чуть. Медленно. Выходим из движения. Бывает, что ощущение жара в ногах появляется. Мышцы расслабляются, улучшается кровообращение. У кого они зажаты. Медленно вышли. Следующее движение, мы будем сдвигать мышцы в сторону. Можно это делать пальцами, но пальцами на самом деле не очень удобно, некомфортно мне, поэтому под углом 90 градусов перпендикулярно позвоночнику будем сдвигать мышцы, углубляясь в точку. Можно это делать одним пальцем. И потом медленно сдвигать мышцу. В одном месте тоже 3-4 раза углубляемся и медленно сдвигаем. Но это будет очень долго, можно потратить полчаса для того, чтобы проработать все точки. Можно делать сразу несколькими костяшками, например, 3. Да, это мы сокращаем время работы и не так энергозатратно для мастера. Болезненно или нормально, Настя?
нормально. Терпимо, да? Не адски больно. Вот тут вот было сильнее. Чувствительнее. Можно более поверхностно поработать, поздвигать мышцу в сторону основанием ладони тоже. Костяшками тоже поверхностные, потом добавить основание ладони. Конечно, мы здесь не делаем большое сдвигание, потому что масла нету. Может быть неприятно. Приятное движение. И продолжаем. Также отводим в сторону. Можно под углом 45 градусов. Здесь под углом 90 мы отводим мышцу. Я стараюсь, чтобы не было, вот сейчас получился он жесткий такой перекат, стараюсь сокращать силу надавливания перед тем, как сдвинуть мышцу в сторону. То есть я давлю сильно, потом немножечко силу сокращаю и уже ухожу в сторону. Иначе будет неприятный такой перекат, и мышца может еще больше напрягаться, а не расслабляться. То есть мы добьемся обратного эффекта. Повторяю, что можно это делать пальцами, но, конечно, это будет дольше. И для мастера это более будет энергозатратно. Следующее движение. Я буду подтягивать мышцы. Именно мышцы, а не кожу. Главное, валик мышечный до конца не отпускать. То есть вот мы собрали валик. Можно это делать двумя пальцами. И отпускаем вот мышцу. Подтянули, чувствуем и отпускаем. Не нужно доводить валик до конца. То есть мы должны держать мышцу в руках и потом отпускать ее. Доводить до максимального напряжения, до состояния тугого валика и медленно отпускать ее. Можно это делать двумя пальцами также. Это движение можно делать и по маслу, и без масла. Не больно? Неприятно. Неприятно. И, конечно, для расслабления мышц можно, понятно, что поздвигать лопатки еще различным способом, тоже компрессию оказывать, как мы делали. И, конечно, для максимального расслабления мышц можно использовать вибрацию. Вибрация максимальная, мне нравится максимальная такая вибрация с помощью палок достигается. Мне нравится делать это палками, тем более без полотенца видно очень хорошо позвоночник. Мы по позвоночнику стараемся его обходить. По позвоночнику не работаем, работаем только по мышцам. Как тебе ощущения, Настя? Это очень странно. Странно. Ты не делала никогда палками, да? Нет. Тоже 5 минут такого воздействия по мышцам вдоль позвоночника дает хорошее расслабление.
Здесь мышцы часто напрягаются, трапеции. Меняю наклон, угол палки, воздействие на мышцу. Я поднимаю локоть, опускаю локоть. То есть не кистью меняю угол воздействия, а именно локтем. Так ощущение. Нормально. Я поняла, что тебе больше нравится такой релакс-массаж, да? Чем какое-то интенсивное воздействие. Ну да. Ну, такие несколько движений можно использовать при массаже спины без масла. Друзья, переходите на мой сайт курса массажа Ольги Бугановой. Можете приобретать там онлайн обучение. Ставьте лайки. Всем пока!